Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня у меня будет видео необычного формата. Такого у меня еще на канале никогда не было. Я даже не знаю, как квалифицировать это видео. Или это у меня будет по хвостушке, или обзор носочной пряжи, или видео о моей новой болезни, так называемый хомякоз. Я думаю, многие вязальщицы страдают таким заболеванием. Если у вас такой диагноз уже поставлен, пишите в комментариях, делитесь под этим видео своими впечатлениями. Прошу сразу не забрасывать меня помидорами, я думаю, вы поймете меня. Как вы знаете, я люблю вязать носочки, это для меня очень важно. Наличие пряжи, это у меня уже какой-то спортивный интерес приобретения пряжи. Хочется попробовать несколько видов, расцветок, посмотреть, как ложатся пряжа, нитки в узоры. Но в этом видео мы с вами все подробно рассмотрим. Я давно хотела снять такое видео, даже для того, чтобы сделать ревизию своей пряжи, разобраться, все рассортировать. Никак руки не доходили. С вами мы сейчас всю пряжу рассмотрим, рассортируем, распределим ее по фирмам, сортам, маркам. Вот я сейчас расположилась на кухне, на обеденном большом столе за моей спиной разложила всю пряжу, ну не всю, но буду немножечко подкладывать, вся она даже не вместилась у меня. И в конце видео я хочу потом посчитать, сколько же у меня моточков пряжи и сколько это вес грамм этой пряжи. И прикинуть, на сколько пар носков у меня хватит данной пряжи. Я сколько раз зарекалась больше не покупать, но не могу никак остановиться. Все равно какая-то новиночка, что-то мне на глаза попадается. Хочется сразу все купить. Уже много раз себя останавливала, бью себя по рукам, чтобы больше не покупала. Но это, наверное, уже такой диагноз. Кто-то коллекционирует марки, кто-то открытки, кто-то фантики, а у меня, наверное, уже пряжа идет как в коллекцию. Хотя, конечно же, я из пряжи это вяжу, но какую-то самую любимую все равно стараюсь откладывать на потом. Как-то мне даже жалко из некоторой пряжи вязать носочки. Но все равно вытягиваю какой-то моточек и вяжу. И из пряжи, которая самая дорогая моему сердцу. Я сейчас вам покажу пряжу в мотках, полные, нетронутые моточки, но также у меня много и начатой. Есть остатки от каких-то уже готовых носков, и я думаю, что вот этих остатков у меня хватит еще, если скомбинировать, что-то там перемешать, то еще пар 15-20, наверное, могу связать. Надо взвесить, кстати, мои остатки и также рассчитать, сколько пар получится и из той пряжи. Но ту пряжу я даже показывать не буду, там она какая-то в клубочке смотанная, какие-то почти полные мотки, но это неинтересно. Сейчас мы с вами посмотрим мою новую коллекцию, мое богатство носочной пряжи. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Сейчас перейдем к столу, рассмотрим вначале в полном обхвате, сколько этой пряжи, а потом я уже все рассортирую и подробно каждый моточек мы с вами, ну каждый, конечно, мы не будем рассматривать, но так, вкратце обзор я пряжи вам сделаю. Итак, попрошу не пугаться, посмотрите, какой объем, масштаб бедствия. Я буду, наверное, сейчас вести записи, сколько какой пряжи у меня в наличии. От каждого производителя, сколько Ализе, сколько Нака, сколько Реги. Сейчас я все запишу, чтобы потом было удобнее считать. Сейчас я разложу пряжу по производителям и вместе с вами посмотрим на эту мою коллекцию ниток. Ну вот, я отобрала пряжу Ализе. Это самая распространенная пряжа носочная. У нее демократичная цена и качество ее всегда на высоте. Мне очень нравятся носочки из этой пряжи. У меня в наличии как однотонная, вот молочный цвет, светло-серо-бежевый, потемнее коричневый, вот серый. И пряжа секционного крошения. Мне нравится, когда секционную пряжу я беру по 2 моточка. Так я могу вязать 2 носочка сразу одновременно и подбирать секции. Но какие-то у меня по одному моточку.
Так, это Alize Comfort Socks, как она раньше называлась. Сейчас Socks не пишут, просто Comfort. Но у нее классический состав носочный, 75% шерсти и 25% полиамида. И в 100 граммах 420 метров. И также пряжа от Alize Superwash Artisan. У меня ее немного, вот сколько тут, 6 моточков. Также беру и секционного крошения, и однотонного, чтобы можно было комбинировать. И пряжа от Alize также с носочным составом, но ниточка потолще. Это Alize Wool Time. Очень мягкая, приятная. В 100 граммах 200 метров. Здесь и спицы берем потолще, и носки вязать из такой пряжи намного быстрее. Так что, но я из нее никогда еще не вязала. Вот хочу сейчас попробовать и связать на скорую руку носочки вот из этой пряжи. Alize Wool Time. Итого, сколько у меня моточков, сейчас я посчитаю и вам скажу. Так, я насчитала 34 моточка Alize. Все они 100 граммовые. Это получается у меня 3 килограмма 400 грамм этой пряжи. Так, сейчас я запишу в свой блокнотик. Эту пряжу уберу, а на столе разложу другую пряжу. Так, следующая партия готова. Раз мы начали с турецкой пряжи, продолжаем турецкую тему. Теперь, я думаю, понятно, почему в Турции в магазине пряжи я не купила много ниток, так как у меня дома полным-полно пряжи, и я думаю, что мне хватит ее вязать на всю оставшуюся жизнь. Итак, вот Нака Боха. Это также вся пряжа носочного состава. 75% шерсти и 25% полиамида. Мне нравятся также носочки из этой пряжи. И рисунки выкладываются очень красивые узоры. Вся пряжа интересная. Посмотрите, какие расцветки красивые, симпатичные. Из каких-то я уже вязала. Вот такие носочки у меня были. Вот из этой пряжи я вязала. Но все со временем, я думаю, извяжу. И сколько же тут моточков у меня? 8, 16, 23 моточка. Я думаю, также лишним не будет. Смотрю на эту пряжу и любуюсь. Красота. Вся яркая. Есть и спокойные расцветки и для женщин, и для мужчин. Буду и комбинировать с однотонными какими-то расцветочками. Так, Боха мы с вами посмотрели. Очень красивые нитки. Цена на нее примерно такая же, как и на Alize Superwash Comfort Socks. Доступная пряжа. И еще турецкую сразу сейчас вам покажу. Вот у меня есть Газал Happy Fit. 2 моточка, они маленькие, по 50 грамм. Вот на пару надо 2 моточка. Я уже вязала из этой пряжи, но только другого цвета. Очень такие нежные, шелковистые получается. Но нитка немножечко потолще, чем вот Нака Боха. Вот такой коралловый цвет. И вот эта пряжа также ручного крошения. Не надо смотать ее в клубочки, вот такие пасмы. Также турецкая пряжа Газал Happy Fit. Думаю, очень красивые носки получатся из этой пряжи. Вот еще 2 мотка, считайте. Вот 25. Еще 2,5 килограмма плюс. Так, Нака Боха я убираю. И сейчас также раскладываю другую партию пряжи. Так, сейчас у меня здесь разная пряжа, ассорти. У меня каждого вида не такое большое количество моточков, поэтому я их сразу объединила все вместе. Вот эту пряжу я вам показывала недавно в видео. Покупала в Турции. Также пряжа носочный состав, 75% шерсти, 24 полиамида и 3 металлика. Турецкая пряжа. Вот у меня их 3 моточка разных расцветок. Вот это Gründel Hot Socks
2 моточка по 50 грамм, но это немецкая пряжа, очень приятная. И вот Грюндо, также 4-ниточка, это 100-граммовый моточек. Далее идут вот 5 моточков у меня из Леонардо, все они разные. Вот молочный, потом молочный с крапинками. Аделия Джейк. Хорошие носочки, я вязала из этой пряжи, но из подобной, только других расцветок. Конечно, она очень тоненькая, но носочки получаются такие прям приятные, тончайшие и такие прям с шерстинкой. Такой приятный на ощупь. Так, далее, вот из этой пряжи я еще не вязала, Карелия от Астры. Но как-то по отзывам я где-то слышала, как-то ее не особо хвалят, поэтому, наверное, я и не тороплюсь из нее вязать. Может быть, я буду ее комбинировать с какой-то однотонной ализе. Посмотрю, а может быть, и свяжу именно только из этой пряжи. Но вот эту точно я буду комбинировать, потому что получится очень пестрые носки. Вот я не люблю, когда в глазах пестрит, буду ее с однотонной комбинировать. И вот такие интересные моточки. Тоже у меня их 3 мотка разного цвета. Вот. Мондиаль, Happy Fit, производство Италия. Это мотки по 150 грамм. Ниточка потолще, сколько здесь метров-то? В 150 граммах 450 метров. И такой же состав: 75 мерино вол, видите как? Лана мерино, и 25 полиамида. Вот. Я думаю, тоже из такой пряжи нужно попробовать поскорее. Все хочется, но вот рук не хватает. Итого, сколько здесь у меня грамм на столе? Сейчас посчитаем. 6, 11, 12, 13, 14 и 3 по 150. Так, сейчас я запишу в блокнотик. Давайте сразу покажу вот эти 2 моточка. Это пряжа из Троицка, шотландский твид. Это 100% шерсть. Конечно, носки вязать из нее это не вариант. Вот посмотрите, какой метраж в 100 граммах, 360 метров. Но я ее взяла просто как добавку или как подмот использовать. Она хоть и такой длины на 100 грамм, но она тоненькая пряжа. Или просто вставлять в носочки куда-то как декоративные элементы. Не в те места, где стирание, там, не в пяточку, в мысочек, а куда-то, может быть, в паголинок. Вот такие 2 моточка. Мне расцветка понравилась, я также купила. Мне кажется, она будет сочетаться со многими другими мотками пряжи у меня. Пусть будет. Также запишу. Вот еще 200 грамм. Так, далее у нас идет уже другой ценовой сегмент. Уже пряжа подороже. Но вот эта Регина, я их объединила с Регией. Она подешевле, конечно, чем Регия. Мне очень понравились расцветки. Это итальянская пряжа. Приятная на ощупь. Регина. Мне вот такая расцветка лесная очень понравилась. Так, у меня их всего 3 моточка. И вот эта Регия. Очень красивые цвета. Вязала носки из этой пряжи. Тут разные также. Вот какой-то есть Perfect, Tweed, Mountain. Видите, они разные все. Дизайнерская. Как названия все разные. Cardi Color. Видите, какой узор красиво должен расположиться. Все цвета. Вот. Тут, наверное, как волны будут. Вот эти 2 носочка будут одинаковые также. Я думаю, все знают эту пряжу. Просто я для себя, для учета хочу сейчас все моточки свои сама рассмотреть. Итого, сколько у меня Регии и Регины? 6, 11, 12, 14 мотков. Так, еще кило 400. Записываем. Так, вот Регия, у меня еще один моточек затерялся. Так что у меня не кило 400, а кило 500 я записала. Какие красивые все полосочки будут. Нарядные носочки получатся. Так, и далее переходим
Мои самые любимые. Это, наверное, у меня как в коллекцию больше. Хотя я покупала вот 10 моточков. Один я все-таки не удержалась, взяла. И вяжу носочки, но очень долго почему-то я их вяжу, потому что, наверное, растягиваю удовольствие. Это пряжа Lana Grossa Millenweight Puzzle. Все расцветки разные. Носочки получатся все. Какая же прелесть. Ну, красота. Ну вот 9 моточков. Запишу 9, но у меня их было 10, но вот один начатый. Так что вот еще 900 грамм вот такой у меня элитный. Я уже отношу эту пряжу к элитной. Как и вот эту Lana Grossa. Это очень дорогая пряжа, ну как для меня. Также Millenweight Merino. Видите, какая тукана. Но я смотрю, она очень тоненькая. Я ее прям берегу. Так, достану ее из шкафчика, полюбуюсь. У нее также носочный состав. 75% мерино Virgin Wool и 25% полиамида. 100 грамм 400 метров. Она даже толще, чем Alize, по идее. Но на вид она какая-то тоненькая. Наверное, она раскроется после стирки, влажной обработки. Так, Lana Grossa. И вот такой моточек. Также Lana Grossa. Я их покупала уже. Не заказывала у нас в городе. В магазине элитной пряжи. Посмотрите, тут тоже какая расцветка интересная. Я эту пряжу уже показывала вам в одном из своих видео. Так, итого 9 и 2, 11 моточков Lana Grossa. Записываем. Ну и давайте я вам покажу пряжу. Вот носочный итальянский сток. Вот в таком виде она приходит. Вот посмотрите. Вот 100 грамм, один моточек, вот полноценный. И в довесок вот такая пасмочка. Вот надо все перемерить, перемотать. Вот этот сток, видите, также вот в 3 отрезках. Но все это по 100 грамм. Вроде бы как целый моток. И вот 2 довесочка. Вот эта пряжа также вот. Но на ощупь очень приятно. Это пряжа Аркабалена. Посмотрите, какие крапинки твидовые. Носки получится, я уже предвкушаю. Красота неописуемая будет. Вот это тоже Аркабалена. Надо также перематывать. Я даже ее еще не распаковала. И вот, видите, какие крапинки тоже тут твидовые. Я очень люблю вот такие носки в таком стиле. Натуральные. Так, и вот это. Вот это даже не знаю, что за пряжа. Но вроде бы как ее обозначали носочную. Но она и на вид непонятно что. Какая-то она и толстенькая. Если вы знаете, что это за пряжа, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Да нет, она не такая толстая. Это просто она скрутка не очень плотная. А так я натягиваю, получается тоненькая ниточка. Вот не знаю, можно вязать из такой пряжи носки или нет. Никаких обозначений, ничего нет, ни этикеток. Вот такие 3 моточка также вот надо найти. Также будет раппорт узора. А может быть, буду вязать разные носки, чтобы, ну, не 2 одинаковых носки перфекциониста, а может быть и разные получится. Посмотрю, как ляжет ниточка. Так, вот эта пряжа. Тоже очень она симпатичная, на ощупь приятная. Это все сток. Знаю, что вот из этой пряжи получится очень красивые носки. Но также, мне вот кажется, она потолще. Это может быть шестинитка. Но даже очень хорошо. Значит, спицы берем потолще и быстрее свяжутся. Вот это тоненько. Ну, прям большая бобинка. Здесь больше 100 грамм. Вот эту пряжу даже взвешивать не буду. Ну, так примерно прикину, сколько. Всего я имею в виду в общей массе. Да, здесь, наверное, 200 грамм будет. Моток такой большущий. Это, наверное, тоже шестинитка. Вот эти веселенькие носочки детские, наверное, получится.
Ну, я взвешивала по 50 грамм в этих моточках есть. Вот эти такие будут у меня осенние. Хотя тут и розовый присутствует. Ну, посмотрим, что получится. Вот эти очень хочу тоже связать. Нравятся мне такие расцветки все-таки. Прям смотрю. Да, приятная нитка. Да, не все. Вот это все итальянский сток. Вот такая пряжа. Вот тут надо все перематывать, разматывать и искать концы начала. Вот эти яркие, это, конечно, любители. Ну, это какие-нибудь, может, для малышей. Ой, какая она приятная на ощупь. Если бы вы только могли пощупать ее. Ну, это яркие, прям вырви глаз какие-то будут. Люминесцентные. Так, вот такое богатство. Ну, сейчас я примерно прикину, сколько грамм там. 100, 100, 100, там вот так. На глазок. Или взвесить всю, сложить в один пакет. Сейчас посмотрю, подумаю. Ну вот, взвесила весь сток, и у меня получилось 900 кг. Так что запасы мои велики. Так, сейчас посчитаю, сколько же всего пряжи у меня носочной. Я не беру в расчет вот эту пехорку. Я даже не стала ее всю приносить. Это я за носочную пряжу и не буду считать. И не считаю все свои остатки. Но там тоже у меня прилично. Я уж как сказала, носков на 15 пар точно хватит. Потому что какие-то моточки только начатые у меня, только по чуть-чуть я от них отматывала для какой-то отделочки, вставочки. Ну, так, и теперь вкратце подводим итоги. Что же я насчитала? Общая масса 12 килограмм 450 грамм, не считая пехорки носочной, не беру ее в расчет, и не считая остатков. Если учесть, что на одну пару уходит 70-80 грамм, на детские того меньше, на детские там по 25 грамм, по 30, по 35 грамм, на женские по 60 грамм, то это на 200 пар носков. Так, 200 пар записываем. Далее, в году у нас 52 недели. Даже если вязать в неделю 2 пары, это нужно за год связать 104 пары. Это я все записываю, веду тут учет. А у меня пряжи на 200 пар, то мне моей пряжи хватит непрерывной работы, чтобы на 2 года. Но это с учетом того, что я в неделю вяжу 2 пары. Хотя у меня на самом деле так не получается. Или я медленно вяжу, или, может быть, я же не все время носки вяжу. Сейчас, как вы знаете, я и игрушки вяжу, но и салфетки, воротнички. Поэтому пряжи мне на 3-4 года хватит с лихвой, с запасом. Так, вывод какой сделаем? Даже не знаю. Наверное, все-таки это болезнь. Вот. Диагноз. Что вы думаете по этому поводу? Считаете ли вы меня совсем сумасшедшей? Или, может быть, сами также увлекаетесь и коллекционируете разную пряжу? Я понимаю, что всю пряжу, конечно же, я не извяжу. Какая-то у меня будет просто для коллекции, для ассортимента. Буду любоваться, доставать моточки и щупать ее, тискать. Ну, вот такие у меня дела. Надеюсь, мой муж не посмотрит это видео. Хотя он все прекрасно понимает и знает. Я все время ему говорю, что я на пряжу больная. Идем с ним гулять, я захожу всегда в пряжный магазин, беру у него карточку и покупаю пряжу, и он даже никогда не возражает. Это только обзор носочной пряжи. Если вам понравилось это видео, вы считаете это все нормально,
без всяких аномалий, отклонений. Я также могу сделать обзор на свою плюшевую пряжу. Как вы знаете, что я недавно увлеклась вязанием игрушек из плюша, и я чувствую, что пошло-поехало, такая же болезнь меня захватит из той пряжи. Но уже это начало положено. Пишите в комментариях все, что вы думаете по этому поводу. Но слишком оскорбительные и грубые попрошу не писать комментарии. Мне как-то не очень приятно читать такие. Ну, стерплю даже и негативные комментарии, отзывы. Пишите все, что хотите. Если вам было интересно это видео, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Мы с вами вместе провели ревизию. Я давно хотела посчитать, сколько же у меня мотков пряжи. Единственное, что мне нужно научиться, как же мне не покупать еще пряжу. Вот что мне надо. Или, может быть, к психологу пора обращаться. Как-то надо остановить это безумие. Я сама понимаю, что... Ну, не, пусть будут. Буду покупать, радоваться. Я, когда прихожу домой с новым моточком, я всегда довольная, счастливая. Пусть будет. Видите? Ну, это, наверное, диагноз все-таки. Да, я понимаю, что все это ненормально. Может быть, я сумасшедшая. Но если с другой стороны посмотреть, пряжа сейчас дорожает. А у меня такие большие запасы, что мне хватит на долгое время. И в какой-то степени, может быть, я и сэкономила. Хотя не знаю. Сама. Всего вам самого доброго. До новых встреч.